Итак, мы начинаем работать с нашим крючком сначала без нити, для того, чтобы вы почувствовали его в руках. Хват такой же, как и мы держим, когда письменную ручку. Я держу, как вы видите, на металлическом креплении свою руку. И у нас с вами есть направитель, который указывает нам направление крючка. И благодаря этому направителю мы всегда видим, куда у нас развернута игла. Обязательно держите крючок перпендикулярно, не наклоняйте его в сторону, когда вы работаете. А прокол у нас всегда первый идет по линии, и потом идет только поворот на 180 градусов. Давайте посмотрим на то, как выглядит это сверху. Вот у нас направитель, мы прокалываем. Сначала смотрит у нас направитель прямо, да, по линии хода, и потом мы поворачиваем крючок на 180 градусов и разворачиваем его прямо обратно также на 180 градусов. Это очень важный момент. Далее, важный нюанс — это надавить на заднюю часть крючка, то есть на спинку крючка. Нам нужно немного надавить, когда мы вытягиваем нить. Когда мы вытягиваем уже крючок из ткани, вот я еще показываю, чтобы было понятно, что обязательно нам нужно отодвинуть, раздвинуть ячейки, и тогда крючок у вас будет легко выходить из ткани, он не будет застревать. Это у многих часто поначалу бывает такая ошибка. Итак, теперь мы переходим к закрепкам. Я покажу вам 3 варианта закрепок, которые мы можем с вами использовать в нашей работе. Первая закрепка: мы вытягиваем нить и делаем один стежок назад, перекрываем нить в одну сторону, снова делаем прокол, перекрываем нить в другую сторону, и дальше идет обычная у нас цепочка. Как вы видите, нить держится, но единственный момент, что если у нас нить бисерная порвется, то в принципе она и легко потом распускается до конца. Медленно теперь посмотрите еще раз эту закрепку. Я завожу, видите, за нить, да, с одной стороны, вывожу петельку и как бы перекрываю, видите, эту нить, то есть она у меня уходит вправо. И я вывожу вторую петельку. И дальше обычным ходом мы двигаемся вперед. Второй вариант закрепки. Мы не вытягиваем нить, 2 нити остаются внизу. Я беру короткую ниточку, зажимаю ее большим и указательным пальцем. Дальше опускаю иглу вниз, наматываю нить на иглу и вытягиваю первую петельку. В эту же петельку опускаю, перекрываю в сторону и вытягиваю. Дополнительно еще затягиваю. И еще раз эта же закрепка.
вытянули, рядом в ближнюю ячейку вторую петлю и назад, получается, мы делаем один стежок маленький и вытягиваем. В конце затягиваем. Вот я пытаюсь немного иглой поддеть, и все держится. Далее третий вариант закрепки. Опускаем иглу, вытягиваем петелечку, вытягиваем ниточку с петелькой и перетягиваем. И дальше можно идти вперед. Это 3 варианта у нас начальных закрепок, которые можно использовать. Теперь мы рассмотрим закрепки, которые делаются в конце каждой строчки. Мы делаем после последнего стежка маленький закрепочный стежок и делаем еще рядом 3 закрепки. В одну сторону рядом ячеечку, во вторую и в третью. 3 разных ячейки мы закрепляем маленькими такими стежками. Следующая закрепка мы вытягиваем в закрепочную. И в ту же самую дырочку я опускаю несколько раз иглу, вытягиваю петелечки. И получается вот такая закрепка. Она чем-то напоминает оверлочную закрепку. Если вот затягиваете оверлочную закрепку, она очень похожа на нее. И еще один вид закрепки тоже. Мы делаем вперед маленькую, да, закрепку, потом перекрываем в одну сторону, перекрываем в другую сторону, делаем возврат вперед и еще один раз в ту же самую ячейку. 2 раза. Вот таких 3 вида закрепок в конце каждой строчки вы могли увидеть.